Ребят, всем здравствуйте! Сегодня я хочу вам показать несколько орхидей, которые однозначно отправляются в Орхарай. Что бы мы ни делали, как бы мы ни лечили, какие бы меры не предпринимали, случается так, как случается, и ничего орхидейкам не помогает. И отправляются в Орхарай. Как бы это ни звучало прискорбно, но такое бывает. Бывает как у новичков, так и профессионалов, так скажем. Давайте поближе посмотрим и разберемся, по каким случаям, из-за какой ситуации случилась с орхидейками беда. Вот эти 4 славные орхидеи, вы видите, что они находятся в плачевном состоянии. Давайте сначала я вам покажу вот эти 3. Это 3 одинаковые орхидеи сорта Льюис. В этом видео можете про нее посмотреть, что же случилось. Но вкратце расскажу. Случилось так, что у материнского растения была сухая гниль. Она погибла где-то, наверное, примерно месяц назад. Она полностью высохла. И тоже, что бы я ни лечила и что бы я ни делала, но я не смогла ее спасти. У этих орхидей еще, по крайней мере, была надежда. Надежда умирает последней. Они изначально сидели в грунте, я их усаживала в орхиату. Смотрю, что им там плохо. Они чувствуют себя плохо, им некомфортно, у них листики все слабеют и слабеют. Вот они начинают морщиниться. Далее я их установила вот в такую посадочку, для того, чтобы корешочки наращивались. Но даже на данный момент каким-то этим орхидеям и эта посадка, она не поможет. Так, вот, это прям одинаковые все сорта. Так, давайте посмотрим. Ну что ж, вот эта вот орхидея. Посмотрите, ситуация у нее вот такая. И именно орхидея вот так себя может повести в таких ситуациях, когда она очень сильно обезвожена. Далее мы их усаживаем, либо вот я их реанимирую еще в бутылку листьями вниз, либо вот такая посадка. Все равно как-никак корешочки, они соприкасаются с мхом и питание дают. Но от огромного количества воды у орхидей начинается водный отек. И вы знаете, такая ситуация, что ничего не предпринять другого, ничего, по крайней мере, я для себя не нашла. Либо она вот стоит, обезвоживается и воды не принимает, и если какие-то вот это, это не посадка, да, это просто лишь реанимация, и все равно от этой воды, даже вот листики соприкасаются, все равно орхидея может получать питание и вот эту вот влагу через листья, и видите, они листочки легли прямо на мох, и все, случился вот такой вот водный отек. Даже внутри мы видим, что корешочек, он покрылся мхом. Все, вот от этой орхидеи, вот даже сейчас, пока я с вами тут разговариваю, листик у нее полностью отстал, и ничего уже не сделаешь. Она однозначно отправляется в Орхарай. Так, давайте посмотрим вот эту орхидеечку. У нее, видите, состояние такое, что вот этот листик, он нормальный, хороший, а этот лист из точки роста, все, он полностью также погибает. И корень у нее, он также покрывается плесенью. Плесень, она образуется, конечно, от большого количества влажности. И если бы корневая система хоть какую-то, вообще имела работу, чтобы она давала питание и вот эту влагу принимала на себя, и эта влага пошла по орхидее, а здесь нет такого. Влага стоит на одном месте, копится, копится, и далее случается плесень. И единственное, знаете, вот все бы ничего, да, если бы вот этот листик пожелтел, это не из точки роста, было бы еще получше. Но так как точка роста нарушена, и вот такая вот орхидейка, уже даже ее и в пень никуда не усадить. Попозже я вам покажу, какие орхидейки бывают, пенечки. Все, я однозначно тоже уже с ней ничего не смогу сделать. Так, и вот эта орхидейка, у нее, посмотрите, ситуация маленечко другая. Вот этот листик, так, у нее сначала идет этот лист. Далее идет этот листик, и он
якобы из точки роста, да, так и есть. Но посмотрите, у нее нарастает лист вот прямо с точки роста. И здесь корешочки, они не имеют никакую плесень, все нормально. Вот у этой орхидеи, возможно, жизнь, она продолжится, в ней еще жизнь теплится. Из последних сил я здесь тоже ничего не убираю, не отрываю, она сама его в конце досушит. Конечно, это крайне тяжелая реанимация у орхидеи. И здесь выживет, не выживет, но вероятность того, что не выживет, это, наверное, процентов тоже 90. Но я всегда стараюсь, даже вот пусть вот это вот 10% частичка этой надежды живет, все, пусть живет. Я ни в коем случае эту орхидеечку выкидывать не буду, потому что в ней еще чуть-чуть силы остаются. Ну, в общем, с Льюисами вот такая ситуация. Хотела я, конечно, себе очень сильно этот сорт хотела, но в итоге, может быть, получится, а может быть и нет. Давайте перейдем к следующей орхидейке. Вот такая, это сорта Амаретто. Она ко мне приходила и доставалась мне в наследство, потому что я ей зачищала шею. Видите, все было зачищено. Но эта гниль, она, видимо, сидела не только в том месте, где я зачищала, она, видимо, сидела еще ниже. Возможно, не заметила, возможно, не дочистила. И случилась вот такая вот плачевная ситуация. Все полностью отжелтило, все вот прям все эти листики. Но знаете, ситуация у нее будет какая. Я вот даже сижу сейчас и на нее смотрю. Все, казалось бы, бери и выкини. Но, ребят, посмотрите. У нас внутри грунта еще есть здоровые, нормальные корни. Здесь корневая система, она сгнила. И вот эти 3 корешочка, они еще хорошие. Соответственно, что я буду делать? Данной орхидеи я не выношу вердикт, что в помойку. Нет, я за них прям борюсь до конца. Я сейчас вот прям вот это вот все гнилое, что я вижу, отстригаю. И это, конечно, уже отправляется в помойку. Так, давайте посмотрим. А нет, все, это тоже орхидеечка, она отправляется в помойку. Я-то думала, что я смогу сохранить именно сам пенечек, сам стволик, но посмотрите, даже вот этот вот пенечек, он все однозначно погибший. И видите, я почему отрезала вот здесь низко, даже не глядя на вот эти вот корешочки, вот они здоровые, и вот я их отстригла. А все потому, что вот это все чернота, это все гниль, оно вот от основания все уже совсем сгнившее. И рано или поздно оно бы догнило. Значит, у орхидеи будет судьба такова, что тоже я с ней уже ничего не смогу сделать. И она отправляется в Орхарай. Смотрите, хочу вам показать вот эту орхидею. Ну, нормальная, да, хорошая на вид. Идеально, так скажем. А эти орхидеи, они были у меня в один день зачищенные. В один день там мне они достались в наследство. Вот посмотрите, я и тоже зачищала шею, тоже там гниль была. Но у этой орхидеи ситуация нормальная. То есть она будет жить. И даже несмотря на то, что часть ее корневой системы от основания сгнила, но внутри вот они нормальные. Есть корешочки. Ну, знаете, 50 на 50%, наверное, сгнило. И это меня не пугает. Я все понимаю. Я к орхидеям отношусь с большим пониманием. Я знаю ту ситуацию, что у орхидеи была гниль на шее. И, ну, эта грибковость, да, она распространилась не только на шею. Изначально вообще у нее были гниющие корни. А потом, видимо, от корней дошло до шеи. Но зачистив все вовремя, предприняв, вот сейчас такой вот у орхидеи вид. Единственное, что мне необходимо сделать на данный момент, это обработанным секатором. Так как я срезала гнилой ствол, я обязательно обработала.
Я просто удалю вот этот аккуратно цветоносик, потому что вы видите сами, он же желтеет и толку от него никакого нет. И вот место даже среза, оно хорошее, зеленое. И чтобы в это место никакая зараза не проникла, я вот так вот Максимом просто прикрою. Ну, здесь даже у меня под рукой лежит Максим, можно взять какой-то биологический препарат, здесь гнилостного ничего нет, не обязательно брать Максим. И дальше продолжаю за орхидеей ухаживать, как ни в чем не бывало. А точнее, что я делаю? Я ей раз в 14 дней обязательно сюда добавляю привикур. Ребят, в наличии он у меня появится на следующей неделе. Я обязательно вам об этом расскажу. Приобретайте. Что еще вам хочу показать? Есть у меня вот такая орхидейка. Вот эти все три орхидеи это одинакового сорта амаретто. И у этой орхидеи она мне в наследство еще досталась в октябре месяце. У нее ситуация была почти такая же. Изначально корневая гниль. Почему вот я ее не стала продавать? Потому что корни гнили. Вы их видите, что какой здесь большой процент. Здесь, наверное, процентов 60 целых, а процентов 40 это подгнившая. Ну ладно, корни бог с ними. Шея тоже была повреждена. Шея. И знаете, вот она, ну, вообще вот этот сорт тугодум, вот прям честно тугодум, потому что она очень долго, вот с октября месяца сидела, и буквально только месяца 2 назад она начала наращивать вот эти вот жирнючие корни. Сейчас ситуация у нее вообще выправилась в хорошую, в лучшую сторону. И вот здесь вот внутри грунта тоже есть корешочки. Я ее хотела даже пересадить. У меня здесь руки маленечко почесывались, но не стала. А лишь только потому, что даже если бы я совершила посадку, даже вот эти вот корешочки, все равно орхидея в основе в грунте, она будет расти и быть и питаться за счет тех корней, которые будут находиться внутри грунта. Эти корни я бы, может, и прикрыла, но основная часть это внутри. И вот так вот, проглядев тоже орхидею, я замечаю местами, конечно, рост корневой системы, но он незначительный. Он есть, да, но незначительный. Я подожду, чтобы у меня еще примерно корней, наверное, 5 новых образовалось. Чтобы ей было легче перенести адаптацию, только потом я начинаю ее пересаживать. И, ребят, вот тоже посмотрите, да, какая ситуация, что с этой орхидеей, что вот с этой орхидеей. Я их, даже тяжело больные, ни в коем случае отсюда не вытаскивала, не дергала, не пересаживала, и ничего с ними не делаю. Я все время говорю, вот даже мне когда задают вопросы, консультируются, там гниль корневая, что делать, туда-сюда, пересадить. Я всегда отвечаю, что вам на данный момент даст пересадка. Но пересадили вы, но поменяли ей грунт новый, но поменяли новое кашпо. Вам кажется, что вроде бы с орхидеей будет все хорошо, а почему ей должно стать хорошо? Вы что, сами прекрасно не видите, что вот даже вот эта орхидея, ладно, тут ее даже можно пересадить, вот если прям. А если с этой орхидеей, ну вот уберу я эту всю гнилостную ей корневую, но пересажу я ее. Любая пересадка для орхидеи является стрессом. Мало того, что она сейчас находится в болезни, так я ей еще пересажу, я ей еще устрою стресс. Я на данный момент чего добиваюсь от орхидеи? Я хочу, чтобы вот этот гнилостный процесс, который вот даже вот надавливаю на корешочек, он здесь есть. И мне нужно добиться именно того результата, чтобы орхидея прекратила гноить корневую. Это случится лишь только благодаря тому, что я начну ее, не начну, я уже это делаю, поливать именно с привикуром, с фунгицидом. Если нет привикура, берите любые какие-то фунгициды. Я это увижу, все. Нет гнилостных процессов, корневая спокойна. Когда это, ребят, все прекратится, орхидея обязательно в любом случае начнет наращивать корни.
Как только она их начнет наращивать, разрастит, только потом я буду ее пересаживать. И именно вот этот момент – это залог успешной борьбы с корневой гнилью. Конечно, есть вообще различные ситуации, но я вам показываю на данный момент. Все равно ситуация, она у орхидейки тяжелая. Есть такие, что вот прям не сегодня, а завтра нужно орхидею доставать. Но меня за такое обычно критикуют и говорят, что я люблю за орхидеями смотреть, как они здесь погибают, и я от этого кайфую. Нет, ребят, я от этого не кайфую. Я прекрасно вижу и понимаю, что орхидейке тяжело. И я начну сейчас к ней лезть и там что-то еще сделать, и ей будет еще хуже. Кстати, вот пока крутила-вертела, заметила, что растет новый листик. Значит, адаптация у нее проходит успешно. И, возможно, в ближайшее время у орхидеи наступит именно на тот момент, что она будет наращивать новые корешочки. Я думаю, что вам момент этот понятен, как я и почему я стараюсь вот такие вот орхидеи не трогать. И здесь вот тоже видно, да, большой объем корневой системы сгнил. Вы бы начали потрошить. Я не стала. И я была в этом права. И видите, какой результат от этого потрясающий. И, ребят, я вам в качестве примера вообще изначально поставила вот эту орхидейку. Хотела вам что показать-то. Я-то думала, что эта орхидея будет у меня пнем. По крайней мере, стволик какой-никакой сохранился. Но нет, здесь ничего не сохранился. И вот смотрите, есть у меня вот такой пенечек. Тоже по неосторожности своей я отломила от макушку у орхидеи, голову ей открутила. И она осталась вот таким пнем. Осталась вот с этим единственным листиком. И вот даже я записала для себя, что 12 декабря случилось так, что открутила ей голову. Получается, ну где-то месяца через полтора орхидея начала наращивать вот эту деточку. И вот такие вот пенечки, их нужно оставлять. Ну, если вы, конечно, хотите, любите вот прям заморачиваться, реанимация и жалеете орхидейки, лишний раз не выкидывайте. Нужно оставлять ровно до тех пор, пока у вас есть внутри грунта живые корни. Вот они. Вот они зеленые. Вот они твердые, нормальные. За счет них орхидейка на данный момент и живет. И орхидея будет жить, пока будут жить эти корни. Как только они все сгноятся, а это все равно когда-то будет, рано или поздно, даже лет через 5 это все равно случится, потому что у нее роста нет и замена идет корневой системы. При каких идеальных условиях, что бы у вас не было, все равно она отправится в орхорай. Но за это время они могут дать огромное количество деток. Здесь вот деточка может также дать там у ствола под основаниями. Поэтому, ребят, я вам хочу сказать о том, что жалейте цветочки. Ситуации бывают разные. И можно орхидейкам дать вторую жизнь, второй шанс. Вот эта вот деточка обязательно у меня вырастет, и все у нас будет хорошо. Ребят, сразу мне пришло на ум, пока, ну вот я нахожусь здесь, да, вот с этим вот пенечком, вот это орхидея, вот это основание, верхушка, которую я открутила. Так, здесь получается я сутки просушила, поставила сюда в бутылку. И спустя только лишь 2 месяца она дольше здесь сидела, нежели эта часть орхидеи дала деточку. Посмотрите, какой у нас потрясающий результат. У нас 2 корешочка. Все, орхидея растит здесь корешочки и чувствует себя прекрасно. Ни в коем случае я даже такие орхидейки не выкидываю. Потому что дальнейшая ее участь, дай бог, все будет хорошо. Главное, чтобы здесь орхидея не засушила листья. Многие мне не засушила, не зажелтила. Многие мне пишут о том, что, Лена, у меня не получается. Ребят, я вам все время и миллионный раз говорю о том, что вот в бутылку орхидеи можно вот прям в эту воду ставить только тогда, когда вы видите, что нет никаких повреждений на листа, нет никаких там желтизны, черновины, там что-то еще. Обязательно срезайте ствол, обязательно его обрабатывайте либо фундазолом, либо максимом. Так просто вот и просушку нужно делать сутки. Обязательно, чтобы это место, оно у вас не шло ни в коем случае мокрым. И только потом. Вы убедились в том, что с орхидеей все хорошо, даже перед тем, как орхидейку устанавливать в бутылку, вы ее обрабатываете какими-то фунгицидами. И она нормально растет. Вот у этой орхидеи
была та же самая участь, что и у Данны. Вот почему я тоже изначально вот этих льюисов усадила вот так, потому что у меня надежда была на то, что они все равно очухаются, будет у них все хорошо, потому что у этой орхидеи началась вторая жизнь. Она ровно так же просидела в этой бутылке, начала наращивать себе корешочки, и потом я ее сюда установила. Так, сколько у нас времени прошло? 29 декабря. Ну, будем считать, что 3 месяца. Посмотрите, идет рост нового листа. С другой вот с этой стороны у орхидейки, так, она, получается, туда ушла с 2 корешочками, вот слева, справа можете видеть. А вот эти 2 сереньких корня, она уже нарастила здесь. И как можно сказать о том, что бери и выкинь? Да ни в коем случае, ребят, да пожалейте вы орхидеи. Если вы их не умеете реанимировать, спросите. Не у меня, спросите у кого-то другого, опытного, знающего, в группах где-то еще. Все, она сейчас здесь еще какое-то время посидит, нарастит себе корешочки, и потом она у меня пойдет в новую посадку, и будет у нее новая, хорошая жизнь, дай бог, еще зацветет. Ребят, я вам постаралась максимально все рассказать именно вот про эту глубокую, тяжелую реанимацию. И думаю, что вам вообще понятны мои действия. Вам понятен мой метод, и вам понятно, в каких случаях я орхидеи уже выкидываю, и смысла бороться за них нет. А эти орхидеи, которые вот вы видели, у которых есть результаты, пусть они долгие, да, они будут долгие, они будут длительные. Кому-то, не знаю, нужно даже полгода просидеть в бутылке для того, чтобы нарастить хотя бы один корешочек. Но у меня время есть. У меня место есть, я потерплю, ничего страшного. Выкинуть я ее всегда успею. И обязательно хочу сказать для новичков моего канала, либо для каких-то залетных зрителей о том, что я ни в коем случае над орхидеями не издеваюсь. Я, знаете, вот прям я привыкла, ну не то чтобы относиться хладнокровно, я привыкла иметь выдержку. Я прекрасно научилась понимать орхидеи, я научилась за ними ухаживать, и я прекрасно вижу, в каких ситуациях орхидею нужно посадить в другой грунт, а в каких ситуациях лучше не трогать. И я всегда вам буду говорить о том, что пересадка для орхидеи – это не панацея для того, что она выживет. Я их стараюсь довести до вот такого максимума, да, чтобы вот кажется, не сегодня, завтра ей умереть. Но я же все равно вижу ситуацию. И я понимаю, что ей вот даже в магазинных посадках, вот, например, как в таких, ей здесь тяжело. Я понимаю, да, ей тяжело. Но я даю ей шанс на то, чтобы она сама смогла. И ребята, они с этим прекрасно справляются. Без меня, без каких-либо моих вмешательств. Мало того, что я, конечно, не сижу просто вот так на нее, не смотрю, я им обязательно даю фунгициды. Я их лечу, там вообще до последнего я их лечу. И запишу для вас одно видео, такое вообще хорошее, интересное, мне прям понравилось, с какого видео меня выругали и сказали о том, как я отвратительно к ним отношусь. И вот когда я уже вижу, что она не справляется, что она даже все свои силы выжила из листа, и у нее, допустим, остается 2 еще листа на тургоре, а вот корневой вообще уже нету, все вот прям, тогда да, я вытаскиваю. Тогда да, я вижу, что тебе крайне тяжело. И, ребят, даже за это время у них в пазухах, у них даже там под листьями наращиваются новые корешочки. И вот здесь именно нужно поймать такой момент, что я сейчас совершу посадку, и вот эти вот корешочки, которые там есть, они раскуклятся, и они уйдут в грунт. Пусть даже орхидее будет тяжело, но она сможет это сделать. А если вы ее дернете до того момента, когда, да, вот вы увидели, ей плохо, все, я ее пересадила. И что? Она мало без того, что ей вообще до сих пор сейчас плохо, вы ее пересадили, вы ей сделали еще хуже, и в итоге вы вообще ничего не получите. Даже вот эти корешочки, которые дали зачатки внутри пазухи, даже вы этого не получите. Поэтому я хочу вам что сказать. Поймите меня правильно. Кому нужно, придерживайтесь моим советам. И обязательно, ребята, имейте терпение. Вот прям обязательно. Без терпения у вас, ну знаете, наверное, 50% успеха не будет.
Даже не 50, даже, наверное, 90. Это только лишь зависит от терпения. Конечно, от знания. Знание приходит с годами, с опытом. Обращайтесь, если кому-то нужно. У меня под каждым видео есть ссылки в описании на все социальные сети. Присоединяйтесь, спрашивайте, что вас интересует, и я вам обязательно помогу. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем пока.